Привет, мы семья Станевские, мы живем в Черногории, и 2 февраля 26 года мы наконец решили доехать до гор и показать детям снег и самим наконец посмотреть и покататься на горных лыжах. Мы поехали в Калашин. Это ближайший к Будве горнолыжный курорт, и дорога туда занимает около 2 часов. В Будве температура редко опускается ниже 6 градусов, поэтому у нас возникли некоторые проблемы с одеждой, но мы с ними справились, набрали несколько слоев, что-то одолжили. Младшим детям я сшила варежки из старого снуда. Также я рекомендую взять смену одежды на обратную дорогу. Дорога вообще интересная, детям есть на что посмотреть в окошке. Особенно интересна вторая половина пути, когда начинается платная дорога. Там очень много разных тоннелей с интересными названиями. Особенно порадовало детей название «Простите, сука». Остальные были более приличные. А мужа порадовало качество дороги. Какая должна быть платная трасса, когда понимаешь, за что платишь деньги? А не как мы ездили из Геленджика в Москву. Яма на яме, ограничения какие-то непонятные. И ни освещения, ни хрена. Вот. Вокруг мосты, ущелья было очень красиво. И, конечно, дети очень обрадовались, когда увидели на горах снег. Сын сказал, что он видел так много снега последний раз, когда мы размораживали холодильник. Всё, снегу! И туда иди! При повороте на Калашин дорога стала сильно хуже, но красоты вокруг все еще компенсировали эти неудобства. Интересно, а там будет смотри, туда посмотри. А вон уже подъемники пошли. Вон спуски. Кстати, спуски вон они. Олесь, видишь? Вон уже едут. В Калашине 2 курорта. Калашин 1450 и Калашин 1600. Мы выбрали последний, потому что он более современный, и на сайте обещали тюбинги. Мы немного схитрили и поставили машину, не заезжая на парковку, благо в будний день все было свободно. Сразу после парковки слева находятся касса и прокат, справа учебная трасса. В прокате мы взяли комплект лыж для мужа за 15 евро, для дочки за 12 и санки за 7. Скипас на вторую половину дня с 12:30 и до 4 дня для взрослых стоит 18 евро, а для детей 12. Горка для санок выделена отдельно от основных трасс и находится сразу слева после проката. Она хоть и не сильно большая, но детей все устроило, мы там знатно повеселились, и даже я пару раз скатилась. Держишься? Боже мой! Рядом в лесочке можно было и поиграть в снежки, и полепить снежную бабу. Правда, наши самодельные варежки этого не выдержали, все-таки надо было раздобыть настоящие. У меня порвались. Да. А у тебя, Ваня? Нет? В это же время дочка осваивала лыжи на учебной горке. Кстати, обещанных тюбингов мы так и не обнаружили. Вернее, подпорки для них были, но они почему-то не работали. Проход на территорию учебной горки свободный для людей без лыж, так что вы можете самостоятельно получить своего ребенка, не прибегая к услугам инструктора. Немного привыкнув к лыжам на учебной горке, дочка с мужем отправились на подъемник. Скипасы здесь выглядят как обычные картонные карточки. В кармане у мужа обнаружилась точно такая же, но только из Гудаури и 13-летней давности. Кстати, может быть, именно поэтому Алисе так легко далось катание, потому что ее первый раз на самом деле состоялся 13 лет назад у меня в животе на 3-м месяце. Но для нас с мужем это был последний горнолыжный сезон, дальше нас утянул в пучину семейный быт. Вообще вариантов легкого катания в Калашине как будто не так уж и много. Есть самая длинная левая трасса синяя, а все остальные смесь красных и черных. Но Алисе для ее первого раза вот синей трассы номер 1 вполне хватило.